Добрый день, канал Медиаметрикс, программа Кибер-тех и ведущий Валерий Ильич. Сегодня у нас в гостях Том Вуджик, представитель Autodesk, автор книг «Тренировка ума» и «Производство будущего», профессор Singularity University и спикер TED. Простите. Добрый день, господа. Расскажите нам, пожалуйста, что в себе представляют на сегодня технологии будущего? What is the technology of the future? What it looks like? My goodness. That's a simple question. Это такой простой вроде бы вопрос, да. With a complicated answer. Но ответ должен быть сложным. I think the first thing to know about emerging technology Самое главное, что нужно знать о возникающих технологиях, is that it's growing exponentially. то, что они экспоненциально растут. Here's an interesting fact. Это очень интересный факт. According to the American Microprocessor Association, В соответствии с Американской ассоциацией микропроцессоров, we're producing more individual transistors то есть мы производим большее количество отдельных транзисторов, than harvesting individual grains of rice чем мы собираем на полях каждый год пшеничных зерен. on the А как planet. сегодня бизнесу успевать за новыми и новыми How is технологиями? business supposed to catch up with these new technologies and not stay behind? Well, that's a great question. Это прекрасный вопрос. It's a continual education. То есть это постоянное образование. So companies need to be aware of the emerging То есть technologies. компании должны прекрасно понимать, что из себя представляют возникающие технологии. А как же оснастка, оборудование? Это ведь затратно. Yeah, but what about the infrastructure, the equipment? It's very costly, so they have to go to that expense. Well, it depends which industry is we're talking about. Это зависит от того, о какой отрасли мы говорим. Но если мы говорим, например, о технологиях BIM, о строительстве. So what we talk about biotechnologies, about construction. Okay. So as I was saying, that digital technologies are now making every industry computable. То есть как я уже говорил, что цифровые технологии делают возможным просчитать любую отрасль. That's true of construction, То manufacturing, есть это относится и к производству, к строительству, clothing, Но в России, pharmaceutical. например, фармацевтическая промышленность, одежда, производство, все что угодно. В России, например, строительная отрасль достаточно консервативная, и новые технологии принимаются сложно, тем In более... Russia, housing construction is a very conservative industry, and so they hate to forgo their old convictions, and they don't want to adopt new technologies. That's going to be a problem when competitors come in and try something new. Да, то есть, конечно, это будет для них очень большой проблемой, когда возникнут конкуренты и постараются конкурировать с этой забюрократизированной промышленностью. А в Европе, в Америке? Как, насколько продвигаются технологии? What about Europe and Russia, Europe and in the United States of America? How well these technologies progress there? It depends on the industries. So, for example, think of taxis. От отрасли. Taxis have now been disrupted by Uber. Ну, если мы Да, говорим, тут, например, опять-таки, о такси. Например, сейчас произошло резкое изменение, и Uber перехватил весь сервис в отношении перевозки людей, такси. Безусловно, если мы вернемся к строительной отрасли, к BIM, как это происходит в Европе и в Америке? Насколько там быстро? Yes, if we go back to the construction business and biotechnologies in Europe and America, how quickly so these new technologies move along, progress. Okay. Well, in the United Kingdom, for example, 60% of organizations use BIM. Да, например, в Великобритании 60% компаний используют BIM. In the United States, it's 50%. Да, в Соединенных Штатах 50% компаний используют А это BIM. инициатива именно самого бизнеса или все-таки государство сверху какие-то стандарты и нормативы? Is this the initiative of the businesses or the state imposes certain standards and requirements that are to be performed by the companies? It's both. И так, и так. In the UK, it's largely driven by government. Да, в Великобритании, например, в основном это государство, это правительство, которое руководит этим процессом. In other parts of the world, it's driven by the free market. Да, в других местах мира это свободный рынок. See, the reason people adopt new technologies is because they can do work better, more quickly, more efficiently. Да, почему люди принимают новые технологии? Потому что они могут делать свою работу быстрее, более эффективно, более качественно. Technology is becoming an enabler. Да, то есть технология становится инструмент, при помощи которого выполняется все остальное. А если мы говорим все-таки о строительной технологии, то там все-таки проводниками с точки зрения бизнеса стали сами инвесторы или сами девелоперы? So that construction technology, for example, so is it the investors or developers or who was in the foreground of making these changes? Again, a simple question with a complicated answer. Опять простой вопрос и сложный ответ. In housing, for example, BIM is being driven by
small developers. Да, например, жилищное строительство, то там BIM, конечно, двигается мелкими застройщиками, строителями. And small owners as well. Да, и небольшими владельцами бизнеса. In infrastructure, it is driven by the state because there are improved efficiencies. В инфраструктуре, безусловно, там это двигается вперед государством, потому что там нужна более высокая эффективность. The challenge in the construction industry is самое сложное в строительном бизнесе low profits это низкий уровень рентабельности. And high risk. Да, очень высокий риск. And the game of construction is to shift risk to other people. Да, поэтому хитрость строительства это состоит в том, что нужно передвинуть ответственность на других людей. BIM and other technologies allows us to make risk visible. Да, и как раз BIM и другие технологии дают возможность рассмотреть прозрачно наличествующие риски. So the companies that adopt BIM have an unfair advantage. Да, поэтому компании, которые приняли на себя BIM, начали воспользоваться BIM, у них явные преимущества, которые даже, наверное, нечестны по отношению к другим компаниям. В последнее время очень часто западные компании начинают приходить на российский рынок. Чем он так привлекателен на Да, сегодня? in recent years, so Western companies start to come to Russia, Yes. to the Russian market. So what makes the Russian market so attractive? Growth. Потому что растет рынок. And frankly, it's not an advanced system yet. И пока это еще недостаточно хорошо развитая система. А насколько выгодно приходить сегодня на российский рынок в условиях импортозамещения, в условиях того, что сегодня вот у нас объявлена программа цифровой экономики, и государство готово вкладываться в науку и в собственные разработки? And the state is ready to invest in these technologies. That's right. And then there is this program of imports replacement, and against this background, how profitable it is still to come to the Russian market. Well, think that the real change that will take place is not just construction, Поэтому настоящие изменения, которые будут происходить, они не только будут в области строительства but происходить, the operation of a building. но потом это будет эксплуатация зданий. The entire life cycle. То есть весь цикл эксплуатации зданий. Only 2% of the cost goes into the construction of the building. То есть только 2% стоимости затрат – это строительство здания. The rest is the operation through the entire А lifetime. все остальное – это эксплуатация в течение цикла жизни здания. So BIM technologies allows developers to manage the entire life cycle of the building. Поэтому как раз BIM-технологии дают возможность строителям, застройщикам управлять зданием в течение всего цикла жизни. So industries are becoming computable. Потому что сейчас отрасли становятся компьютированными, их можно рассчитывать, считать. Autodesk предлагает свои продукты. У нас ведь есть свои разработчики математики, которые очень, одни из лучших считаются в мире. Они ведь могут уже скопировать достаточно быстро технологию западную и провести как раз таки импортозамещение. Coming out with their own products, right, to the Russian market. But there are some talented engineers and there are some talented developers who can actually copy and paste your technologies. And so is there any danger that might happen? And so why are you so sure that you will be ahead of it? So one deals with intellectual property infringement all the time. Да, то есть, так сказать, нужно помнить о нарушении прав интеллектуальной собственности. But we are in strange times now. То есть, мы сейчас, конечно, находимся в продукты достаточно аналоги странные всегда времена. делаются, тем не менее. But the analogs are always eventually developed and created, Always. replicated. And so, Да, всегда, конечно. two important things to say about that. Тут можно еще две вещи сказать в этом отношении. In every industry, the lead for innovation is shrinking. Да, в любой отрасли сейчас вот это вот, когда новая инновация идет впереди, вот это расстояние, оно постоянно сокращается, потому что все всегда догоняют быстрее и быстрее. And the real change that's now taking place is not just the software. Да, и сейчас самое серьезное изменение происходит в области даже не программного обеспечения. It's the platform. Это платформа. What does that mean? Что это означает? Platform is the use of cloud technology, Платформа – это использование облачных технологий, servers, серверы and big data. и большие данные, big data. So it's the combination of advanced computation То есть это у нас комбинация продвинутых новых компьютерных технологий and big data и big data, и большие данные. that is a competitive advantage and hard to duplicate. Да, который является конкурентным преимуществом и который очень сложно повторить. Can I give you an example? Могу дать пример. So, for example, in Toronto, I'm a Canadian, И вот мы в Торонто, например, я канадец. and we've created a new building in Toronto for our 300 staff. То есть мы построили новое здание для нашего штата 300 человек. And we wanted to make sure
И вот мы хотели сделать так, that each of the 300 employees что все 300 наших сотрудников, were as productive and happy as possible. да, чтобы они были абсолютно счастливы и были очень продуктивны, эффективно работали. So to do that, we created a kind of program То для того, чтобы это сделать, мы создали специальную программу, that uses a process called generative design. которая использует процесс, который называется генеративным дизайном. And every employee expressed what they wanted. Да, и каждый сотрудник говорил, что он хочет. So we established the goals, То есть мы определили цели. and the computer program would know the constraints. Да, и компьютерная программа тут же определяет ограничения выполнения этой задачи. And that's the location of the bathrooms, the kitchens, То the есть место columns. расположения, где там комната находится, где туалет, где кухня и так далее. The computer program then produced not 1, not 10, not 100, Да, и потом компьютерная программа уже производит не одну, не 10, не 100, but produced 10,000 floor plan arrangements. но дает 10 тысяч различных видов расположения пространства в здании. That's more than a large architecture firm can do in their entire lifetime. Это больше, чем любая архитектурная компания может сделать в течение всей жизни своей работы. And this was done in a very short amount of time. Да, это делается очень коротко, А очень это быстро. все-таки программа или это уже искусственный интеллект? Is this a program or this is artificial intelligence It's already? a Yeah. program that uses artificial Да, это intelligence. программа, которая использует искусственный интеллект. So the value is that we are now able, using this new technology, То есть вся ценность в чем? Что сейчас мы можем использовать эти новые технологии to create better, smarter solutions для того, чтобы создавать лучшие, более эффективные, более интеллектуальные решения, that people literally cannot come up with. А какова роль которые люди, человека? физические люди, так сказать, своим интеллектом не могут создать. So it's not just a program that can be copied. То есть это не просто, это программа, которую просто копировать будет невозможно. It's infrastructure. Это А как вы инфраструктура. видите роль человека в дальнейшем? Еще раз. Роль человека в дальнейшем. What is the role of Homo sapiens in future? The way you see it. I think the future is very bright for most of us, Я думаю, что для большинства для нас будущее будет очень ярким, but not all of us. но не А для в чем всех. яркость? So what's the brightness of the future for some of us? The brightness is that computer technology of all kinds Это, безусловно, яркость, это будет компьютерные технологии, которые будут иметь самые различные формы и виды. and will augment and expand what we cherish most. Да, которые будут увеличивать, улучшать, повышать эффективность всего того, что мы ценим больше всего на свете. We will have the opportunity to be more creative, То есть у нас будет возможность быть более креативными, more insightful, более глубоко понимающими суть вещей, more thoughtful and kind, более глубокими, более добрыми, более искренними. because technology, when used properly, Потому что технология, если вы ее должным образом используете, can augment the values that are important to us. она, безусловно, может усилить, повысить, продвинуть те ценности, которые вы очень цените. So we're А seeing many examples of that. не станет ли этот homo уже не sapiens? Потому что технологии будут все делать за него. Because the technologies will be replacing our activities, and eventually Ведь во многом у нас Homo потребности sapiens will толкают нас cease to be развиваться. Homo sapiens because his brain will become superfluous. No, that's not Нет, true. Нет, это не соответствует действительности. Почему? Ведь если мы посмотреть на развитые страны, самые развитые страны находятся в климатически самых некомфортных условиях. Людям изначально приходилось еще и тепло себе добывать, и в еду. Самые ленивые, самые неразвитые страны – это Африка. Жуй кокосы, ешь бананы, и вечное тепло. Какой стимул развиваться? If it's wonderful, everything just grows on trees like bananas or just pineapples, then people don't have to work hard because everything just grows around them and don't have to exert themselves, and that's why they're kind of lazy and complacent and they don't want to do much. So that's a mindset, but I don't think the technology drives that. Да, то есть это, конечно, просто настрой человеческого интеллекта, но я не думаю, что технология двигает нас в этом направлении. We feel that most people are innately creative, Да, потому что мы считаем, что вот прирожденное чувство человека – это быть креативным, это встроено в человека. and want to do things that matter. Да, и они хотят делать те вещи, которые имеют значение. If you don't have that desire, Если у вас нет такого желания, computers will take your jobs то and your livelihood. тогда компьютеры будут делать все за вас. So we feel it's important to better understand the tool set of innovation, Да, поэтому лучше понимать инструментальный ящик инноваций. but also become students of the mindset of Да, innovation. но одновременно нужно стать студентами настройки ума, когда мы осуществляем инновационный процесс.
А что под этим подразумевается под настройкой ума? What do you mean the mindset of innovation? Mindset is attitudes, values, beliefs, and Это approaches. отношения, вера, принципы, взгляды, вот это вот mindset, это вот настройка человеческого интеллекта. So ask the question, why innovate? Тогда можно задать вопрос, зачем быть инновативным? For some, it's about making money. То есть для некоторых это источник зарабатывания денег. And that's a worthy goal. Но в какой-то момент этот порог, он достигается, But at certain необходимый. point, as you reach the threshold, and that's the Должны быть другие стимулы and there should всё-таки. be some other stimuli, yes, to keep you innovative after you have reached this the threshold when you're happy with your money. Exactly. That's exactly right. Да, совершенно так и есть. Да, достигается порог, когда вы довольны деньгами. And so, in terms of magnifying your values, Да, для того, чтобы, так сказать, увеличить объем своих ценностей, понимать их более глубоко. I think all of us, to varying degrees, have the desire to grow and to contribute. Да, поэтому у людей возникает уже желание за гранью денег продолжать расти и делать вклад уже в общую копилку. So, what's interesting about technology Что самое интересное в отношении новых технологий, is it really, as it advances, по мере того, как технологии продвигаются вперед, helps bring into focus what our core values are. это начинает облегчать нам процесс того, что мы начинаем понимать, каковы наши ключевые ценности, стержневые ценности, нас как человека. If there's one change that's taking place now, То есть есть вот самое большое изменение, которое сейчас происходит в мире, it's the need for continual education. то есть это потребность в постоянном дальнейшем образовании. А о том, как ученый на сегодня, какими разработками занимается на сегодня? So what is it that, Что самое интересное и перспективное? so what are the most promising new things that the scientists and the R&D are working on right now, Oh, okay. globally? Yeah. Globally. Four broad areas of technology. А тут 4 очень широкие области новых технологий. The first is what we call capture tools. То есть первое – это то, что мы называем захватить, создать определенные инструменты. And that's classes of technologies to be able to turn the physical world into the digital world. Да, то есть это те технологии, которые помогают нам превратить физический мир в цифровой мир. Your cell phone has maybe 15, 18 sensors in it. Да, то есть фактически там в вашем телефоне находится 15 sensors in it? Yes. Да, в вашем телефоне, например, мобильном, там 15-20 сенсоров находится. The second class of technology Второй класс технологий is called compute. называется compute, то есть расчет, рассчитывание. And that's the growth of machine learning. То есть здесь уже машинное обучение, рост этого. That's incredible. That's going to change the И world. это просто наиболее интересная перспективная область, она поменяет мир полностью. And it's going to make the internet seem quaint. Да, и она, так сказать, сделает интернет старой, неинтересной игрушкой. The third class of И technology третий класс технологий, is called create. это называется создавать, быть креативным. And these are tools to take the digital world back to the physical world. Да, и есть новые инструменты, которые дают возможность и цифровой мир превратить опять в физический мир. А что это помимо 3D-принтеров? So what is this digital turning into physical world besides 3D printing? So is there anything else that you mean by that? Absolutely. A self-driving car is a kind of robot. Во-первых, например, робот – это роботизированные автомобили без водителя. It takes instructions То есть им даешь инструкции, приказы. and can navigate a complex road Да, машина может ехать по очень сложной дороге, по сложному маршруту. better than the world's best drivers. Да, значительно лучше, чем самые лучшие водители в мире. Because with sensors, it can see full 360 degrees. Потому что сенсоры помогают видеть автомобили все вокруг на 360 градусов. А что же четвертое направление? And what is the fourth area? The fourth is called compose. Да, и четвертый называется создать, сложить вместе. And that's the advancement in material sciences. Это, конечно же, последние наши достижения в науках изучения материалов и веществ. And that's a rich area, and it's now, it's incredible. Это очень богатая, очень интересная область, она удивительно интересная. And that's making everything from new alloys, new woods, to biological Да, material. тут все что угодно. Это новые сплавы, новые металлы, новые виды дерева, биологические материалы, все что угодно. So it's the combination of those four То есть technologies, это вот комбинация вот этих 4 технологий. capture, compute, create, compose, Это capture, compute, create, compose. То есть это, знаешь, захватить, потом создать, потом воссоздать и потом сложить все вместе. which is transforming virtually every industry. Который фактически виртуально меняет все отрасли, без исключения.
So I think your listeners have an opportunity to learn more about each of these technologies. Да, я думаю, что вот ваши слушатели, сейчас будет у них возможность узнать больше о каждой из этих 4 новых видов технологий. As it's going to change manufacturing. Все это будет, во-первых, изменится то, как производятся продукты, infrastructure, объекты, инфраструктура будет меняться. Но инфраструктура уже меняется. But infrastructure is currently changing already. Absolutely. Умные города, умные дороги. Smart cities, smart houses, умная одежда. Running shoes. Да, но новые кроссовки. Digital electronics. Да, цифровая электроника. Pharmaceutical. Фармацевтическая промышленность. Finance. Финансы. Healthcare. Да, здравоохранение. Capture, create, compute, compose. Опять вот capture, create, compute, compose. So the real insight is that these rapidly growing technologies То есть самое главное, что нужно помнить, это вот быстро растущие новые технологии. Are allowing us to. Они не могут привести к некому коллапсу в итоге, ведь сегодня и так уже некое перенаселение на планете существует. Aren't we afraid that they may bring out kind of snowball and bring about the collapse of our world because now our world is getting overpopulated. There are too many people, and these technologies will make it grow worse and worse, and eventually may collapse. Well, that's not a technology problem. Но это уже проблема не технологий. But that is a wicked problem. Это уже, так сказать, проблема, так сказать, другого характера. We study, as many other companies do. То есть мы так же, как любые другие компании, мы сейчас проводим исследования. Wicked problems. То есть wicked. Yeah? Wicked. Да, wicked. То есть проблемы вот этого зла. Вот. And wicked problems are different from everyday business problems. Да, и вот эти проблемы, они, конечно, отличаются от ежедневных бизнес-проблем. They are complex. То есть они очень сложны. They are changing very То quickly. есть они очень быстро меняются. They are emotionally charged. То есть они, так сказать, нагружены эмоционально. We never have complete information about У them. нас никогда нет полной информации об этом. And they also are framed by our beliefs and worldview. Да, и дело в том, что они формируются нашим пониманием мира и то, как мы воспринимаем мир. For example, as a Canadian, То есть я, например, я канадец. I am amazed at the political state of the United States, То есть я, так сказать, я поражен, в каком состоянии политическом сейчас находятся Соединенные Штаты. where there are people who live in different realities. То есть это люди, которые живут в другой реальности. That's an example of a wicked problem. То есть вот это одна из проблем, вот это вот неблагополучие. So technology allows us to be able to tackle some of these А problems, технологии как раз дают нам возможность решить некоторые из этих проблем. taming the complexity, Можно, так сказать, приручить сложность. understanding the change, Нужно понять, в чем стоит суть изменений. reducing the emotion that's in it, То есть сократить эмоциональную нагрузку, которая находится в этом объекте. and then helping us get more complete information to represent different worldviews. Да, и потом, так сказать, получать более обширную, более глубокую информацию, которая является характером того, что мы понимаем мир более многогранным. So what I'm excited about, А И как вот же что мне очень социальная- нравится. А как же социальная напряженность в связи с тем, что возникает безработица? Social С новыми tension, технологиями, unemployment, how do we deal которые with it? государство не успевает решать. So the state just is not Компании быстрее catching обновляют up. свои It's always just технопарки. ahead of the state. The government cannot deal with this. Yeah. that is a problem. Это проблема. However, there's hope. Но, конечно, это проблема, но надежда есть. And one area of hope is Одна not из областей countries, надежды. Вот наши страны, but cities. города. Cities are places of innovation. То есть города – это места, где происходят инновации. Cities are growing. Города постоянно растут. Unlike countries, В отличие от стран, many countries, любые страны. cities get things done. То есть в городах все происходит. Там вещи происходят и осуществляются. So we and so many other organizations То есть, а мы, так же, как многие другие организации, are working hard to create smarter cities. поэтому мы пытаемся создать более интеллектуальные города. One of our customers, for example, Когда, вот, например, один из наших клиентов, как пример, is building bridges то есть он строит мосты, that has sensors in them, в которых есть сенсоры, that cleans itself, которые сам себя чистят. and actually takes toxins out of the air because of the concrete. Да, и фактически, так как у него специальный состав бетона, то он забирает токсические вещества, которые находятся в воздухе, In many ways, поглощает их. the bridge itself То есть сам мост по себе, itself uses capture, compute, create, compose. да, то есть он как раз использует вот эти вот 4 элемента, 4 сферы. То есть захват, просчет, создание и потом
объединение вместе всех 4 элементов. It senses the traffic. То есть он чувствует, какое движение по этому мосту идет. And adjusts properties of itself. Да, и свои собственные свойства соответствующим образом корректирует. Even squirting anti-icing liquid. То есть даже, например, когда приходит время, он разбрасывает соответствующую жидкость, чтобы не было скользко. So it gets even more amazing. То есть это еще становится все более и более интересно и восхитительно. There are types of concrete that are now being made Сейчас фактически уже производят новые виды бетона, that have bacteria put inside of them. в которых живут бактерии. The bacteria is drawn from deep sea vents. То есть бактерии фактически достаются из глубоководных подземных скал. These bacteria, in the presence of water, actually create silica. То есть фактически эти бактерии в присутствии воды, в водяной атмосфере, они создают кремнезем. In the concrete, И в бетоне, if there's a crack если есть трещина, появляется, and water gets in, и вода попадает в эту трещину, the bacteria fills in the cracks бактерии тут же заполняют эти трещины as it metabolizes with the water. по мере того, как бактерии вступают в метаболизм с водой. So that's incredible. Это просто удивительно. А насколько наука быстро успевает рассказывать и оповещать отрасли промышленности о своих изобретениях, чтобы это шло действительно в применение? How good is science to deliver, to convey this wonderful knowledge to the industries? Well, we're trying. Мы пытаемся это сделать. That's why we're here. Вот поэтому я здесь. But I think this is a real challenge. Но это, конечно, серьезнейший вопрос. Because the level of change is occurring so quickly. Потому что сейчас вот скорость изменений настолько быстро происходит. And the implications are becoming so vast. И последствия становятся все более и более серьезными. I think it's important for us to look squarely at these emerging tools. Да, то есть поэтому нам нужно конкретно рассматривать эти новые возникающие инструменты. And figure out what we can do in our own businesses. Да, и потом уже самим подстраиваться, смотреть, что мы можем в рамках своего собственного бизнеса to capitalize on them. сделать, чтобы максимально использовать эти новые достижения. This is now required for every business. То есть это необходимо сейчас для выживания любого бизнеса. А насколько часто вы видите в своих институтах российских студентов? Еще раз повторю. Насколько часто в своих институтах, в своих лекциях видите российских студентов? So are there any Russian students in your... Либо в своих организациях русских инженеров, математиков? Yes, are there any Russian engineers, Russian R&D scientists in your institutions, in your establishments, businesses in the West? Do you see any or are there any students? Oh, absolutely. Да, есть. So Russia, as you know, has a very deep history of IT. Да, то есть фактически скажу, что в России очень богатая история информационных технологий. And some of our best engineers are absolutely Russian. Да, и одни из самых лучших наших инженеров, безусловно, являются русскими. In fact, much of our generative design Вот как раз генеративный дизайн, большая часть этого генеративного дизайна emerges from some of our Russian teams. Да, это фактически они были сгенерированы, созданы именно российскими командами. So creativity То есть креативность knows no state. Она не знает государственности, не знает страны. And with the access of information through the internet, Да, и доступ сейчас, свободный доступ к информации через интернет. Almost anyone can innovate from anywhere. То есть кто угодно может заниматься инновативным дизайном из любого места на земном шаре. Tools are enablers. То есть инструменты — это всего то, при помощи чего мы что-то делаем. But as I said before, it's the mindset that is so important. Как я уже сказал, это, так сказать, именно вот настрой интеллектуальный, который приобретает особое значение. We're on a mission. То есть у нас есть миссия. To help people understand the growth of these technologies. Да, помочь людям понять рост этих технологий. Our company mission, dare I say, Вот как раз вот миссия нашей компании is to help people это помочь людям imagine, design, create a better world. Так сказать, создать, представить себе и потом воспроизвести лучший мир. And what that does, I think, И что это делает фактически? is it attracts people who have the same personal mission. То есть это, сказать, фактически это привлекает людей, которые имеют свою собственную машину. So I think that's another thing that business now needs to do more than ever. То есть это как раз то, чем должен заниматься бизнес в большей степени, чем когда-либо. Which is besides having an excellent strategy to make money sustainably. Да, то есть это не только прекрасная стратегия, которая помогает вам зарабатывать устойчиво деньги постоянно. To help establish, frame, and communicate a noble vision. То есть это создать новую структуру и коммуницировать вокруг себя такое высокое, благородное видение будущего. People want to
be engaged and to make a contribution and grow. Люди хотят, чтобы их втянули. Люди хотят участвовать, чтобы они сделали вклад в будущее Люди этого хотят, мира. но бизнес есть бизнес. Все-таки он Yeah, хочет people want to make зарабатывать. contribution, but business is Насколько business, and дороги they want to сегодня make money. технологии, как Absolutely. часто деньги являются барьером для внедрения But новых they're not технологий. mutually exclusive. How often so the money is the barrier between this noble mission of making this world better. So is the money a barrier? Is that How is it a barrier? Нет, деньги не могут быть барьером. Но ведь внедрение технологий требует инвестиций. Yeah, but if you introduce new technology, that requires a lot of investment. Sure, but Да. the vision is a North Star. Да, но видение — это северная звезда. Okay, so our teams explore emerging То technologies. есть наша команда занимается новыми возникающими технологиями. Of course, we want our customers to be wildly successful financially, Да, то есть мы, конечно, хотим, чтобы наши клиенты были успешными с финансовой точки зрения. but we also want them Но мы также хотим, чтобы они, to be able to create cars, buildings, clothing да, чтобы они создавали машины, здания, одежду more sustainably, более устойчивым, экологически безопасным способом. using less energy. Для этого требовалось бы меньшее количество энергии, And экологически чистым способом. think about what happens to the products at the end, Вот нужно подумать, что происходит с продуктами, с товарами в конечном итоге. rather than going into a toxic waste dump. Да, то есть для того, чтобы вместо того, чтобы выбрасывать их, например, на помойку токсичных отходов, We can design products that can be recycled and upcycled. то есть мы можем, безусловно, сделать те продукты, которые можно потом переработать или даже превратить в что-то совершенно другое. That's one example of a noble vision. Вот это как раз один из примеров этого благородного видения. Similarly, И точно так же можно сказать. we can help people design technologies to build robots То есть мы можем помочь людям создавать технологии для создания роботов, that would replace jobs, которые заменят определенные работы, рабочие места. and we can also help design technology И также можем помочь создавать новые технологии, that augments people's capabilities. которые повышают эффективность человеческих возможностей. It's not simple, Это непросто. but there's a difference between something called automation Да, но есть разница между тем, что мы называем автоматизацией, and automation. да, и automation. That's correct. But can you decipher it? I will. So automation is about replacing what people can do. Да, то есть автоматизация — это замена того, что люди могут производить, Automation and automation, puts the person at the center то есть он ставит человека в центр процесса, and extends their то capabilities. есть и расширяет их возможности. So, for example, Например, we have a customer that is working in Sri Lanka, у нас есть клиент, который работает в Шри-Ланке. and they will revolutionize how we buy and make clothing. То есть они полностью революционизировали процесс производства и продажи одежды. The old way is we go into a store То and есть we buy раньше как clothing, было, идете в магазин, покупаете одежду. and we know the supply chain, how much time it takes to Да, мы create знаем, так clothing. сказать, цепь поставок, сколько требуется времени, товар на прилавок и так далее. What if you could go into a store А если, вот, например, можно было прийти в магазин, and the sensors know who you are, так, и сенсор уже знает, кто вы такой. and Вообще what you лучше не приходить. Just better not to go. Yeah. no. And then what your preferences are, Да, потому что они знают, какие ваши предпочтения. and what runway show you may have just seen. Да, потом какие, например, вы недавно выставки видели. Сенсор это тоже знает. And then it knows Одежды. your body exactly. То есть они знают размеры вашего тела. My body is not symmetrical. То есть мое тело, например, не совсем симметрично, например. And so a computer would be able to then measure and create the clothing that suits the job that you want it to do for you. И компьютер фактически вас измеряет, он вас знает, и он создает ту одежду, которая вам совершенно прекрасно подойдет. So you can imagine that all being dark and soulless. То есть, вы понимаете, это все, это уже, можете себе представить, все черное, все невзрачное, все без души. All done by computers and Да, robots. все сделано роботами и компьютерами. But you can also imagine it being done with love and joy, Но также можно представить себе, что все это делается с любовью и радостью. where every person in the supply chain Когда каждый человек в цепи поставок does something that he or she loves to do. делает то, что он или она делает с любовью и радостью. Adjust the pattern so it's just perfect for you.
То есть, когда человек понимает, вот я хочу сделать так, что вот вам прекрасно будет. Manufacturing with the robots to То есть производство при помощи роботов. To add that extra bit of quality. Добавить вот это вот маленькое дополнительное качество. The salesperson who goes, смачного. Да, то есть, например, человек, который занимается продавцом. Delicious. Да, когда он скажет, как на вас все сидит, как все прекрасно. And so that other reality is called automation. Да, вот эта новая реальность называется automation. Yes. So companies can make a choice. То есть компании всегда могут сделать выбор. And we're encouraging them to not just... И мы их всегда поощряем, вот эти компании, не просто... Not just taking labor costs and replacing them with capital cost. Да, не просто, так сказать, смотреть, сколько стоит стоимость рабочего труда, и потом необходимо сделать капитальные затраты, сколько стоит капитальные затраты, чтобы произвести весь процесс. But help them realize their noble vision, whatever it happens to be for them. Но помочь им реализовать свое вот это вот благородное видение. А результатом данного визита в Россию, Тома, что стало? Стало ли какое-то партнерское заключение с наукой, с отраслью науки, с производством? What will be the final result of your visit to Russia? Will there be kind of partnership agreement? Will there be follow-up, business-wise, whatever? Of course. So we have a conference here. У нас сейчас идет конференция. About 1,000 people have attended today. Уже 1000 человек на ней присутствуют. And we had an executive leadership forum yesterday. Потом вчера у нас был форум по исполнительному лидерству. And we helped them identify 5 questions that are important for change. Да, и потом мы помогли им определить 5 самых главных вопросов, которые важны для процесса изменений. So the final results will be better partnerships. То есть какие будут результаты? Лучшее партнерство, education, образование, and building awareness of these new and emerging tools. Да, и самое главное, нужно создавать осведомленность о существовании этих новых, постоянно возникающих инструментов. So with the business leaders that we've had the good fortune to meet with, да, вот с бизнес-лидерами, с которыми нам очень повезло, мы с ними встретились. We had the opportunity to help them ask 5 questions of themselves. Да, то есть мы помогли им, чтобы они сами себе задали эти 5 вопросов. And I think these questions are so simple. Эти вопросы настолько просты. That we should all ask them at one time or another. То есть мы должны рано или поздно всегда задавать эти вопросы себе. Number one, what's changing in your world? То есть что меняется в вашем мире? Первый вопрос. And we help illustrate and show examples. Да, мы, конечно, иллюстрируем это, показываем примеры. Number two. Второе. What does this mean for you? Что это означает для вас? What is the impact of these changes? То есть как эти изменения влияют на вас? Number three. Третье. What might you do? Что вы могли бы сделать по-другому? So be open to change. Будьте открыты к изменениям. Without being open, потому что если вы не открыты к изменениям, nothing will change. Ничего не изменится. And so there are systematic ways to explore the future. Поэтому должны быть систематические подходы к изучению будущего. And that's called design thinking. А это тоже называется мышление в области проектирования. And we help organizations think through their possible futures. Да, и мы помогаем организациям, чтобы они продумали свои возможные виды будущего. Some are bright. Некоторые будут яркое будущее. Some are not so bright. Для некоторых будущее будет не настолько ярким и блестящим. Fourth question. Четвертый вопрос. What should you do? Что вы должны сделать? And so, of all those possible futures, вот из всех этих возможных сценариев будущего, the organization picks the ones that are relevant to them. Да, организация выбирает тот вид будущего, который уместен и имеет отношение именно этой компании. From a technical perspective, с точки зрения технической, we show tools, training, мы показываем инструменты, culture, обучение, культуру, processes, процессы, infrastructure, etc. Инфраструктуру и так далее. That's the heavy lifting. То есть это, так сказать, это тяжелый подъем тяжести уже, да. After a company figures out what they should do, после того, как компания понимает, что она должна сделать, the fifth and perhaps the most important question. Пятый вопрос, наверное, самый большой, самый важный вопрос. Can you guess it? Можете угадать? Делать это в итоге. To do it. What will you do? Да. Absolutely right. Точно, совершенно правильно. Что надо делать? So this simple set of questions, то есть это вот набор простых вопросов. Of course, is applicable to almost any change management. То есть, конечно, они применимы для любого управления изменениями. But is so relevant today. Но они настолько сейчас уместны и важны в настоящий момент. In this time of continual change. Особенно в наши времена постоянного изменения. A friend of mine recently said. Вот один из моих друзей недавно сказал. Things will never move so slowly again.
ничего не будет двигаться так медленно, как это двигалось раньше, этого не произойдет никогда. Скорость будет другая. So let that sink in for a minute. Так вот, давайте подумаем об этом на секунду. We're all familiar about the rapid change. То есть мы все знакомы, что такое быстрое изменение. But right now, today, Но сейчас, в настоящий момент, will be the very slowest то есть мы сейчас будем самыми медленными. Мы сейчас медленные. that it will change. И это, конечно, изменится. So how do you respond to that? Как нужно реагировать на это? You ask yourself, what's changing? What does it mean? Да, то есть надо думать, что меняется, что это означает для меня, What might I do? What should I do? что я могу сделать, что я должна сделать. And if you don't make a choice, the rest of the world Если вы такой выбор не сделаете для себя, то весь оставшийся мир will make a choice for you. сделает этот выбор за вас. Probably even worse than not responding to change Вот, наверное, даже худшее, чем то, может быть, когда мы не реагируем на изменения, is becoming irrelevant. то есть когда мы становимся, так сказать, мы неуместны, мы никому не нужны. Вот что самое ужасное. There are many taxi drivers in the United States Очень много водителей такси в США. who had very valuable, they're called badges for the taxis, То есть они купили за большие деньги сертификаты, разрешения на вождение машины. and they rested their retirement on these, Так сказать, они надеялись, что, так сказать, они заработают себе пенсию, водя такси. which over a very short period of time И очень скоро are now worthless. все это будет не иметь никакого смысла и будет не нужно никому. Emerging technologies, Новые возникающие технологии, when applied to an industry, когда мы их применяем в Makes that различных отраслях, makes that industry computable, делают эту индустрию, эту отрасль, индустрию, которую можно рассчитать при помощи компьютеров. So every business leader now Поэтому каждый бизнес-лидер needs to do the things that I've suggested. должен как раз делать то, что я только что сказал. Там наше время, к сожалению, подошло к концу. Можно несколько пожеланий Our зрителям time в is up. Just завершение? a few kind of wishes before we close down. Oh, What would you like to say? Some I parting words. wish that Я бы хотел сказать, your listeners что ваши слушатели, look out into the world, то есть они должны выходить в этот мир, into the world they don't know, вот в этот новый мир, который они не знают и еще не понимают, что он существует. and become a student of change. И они должны стать студентами изменений. Of course, Autodesk.com Да, и, конечно, Autodesk.com. is one good source, То есть это один хороший источник этих знаний. but there's so many changes. Но изменений такое колоссальное количество. So I would suggest Я бы поэтому предложил Google Google or Bing или BIM, exponential technology то есть экспоненциальные технологии. and just go on a ride. Да, и поехали. Спасибо большое за интересную Thank you very познавательную much for беседу. the My pleasure. wonderful, Всего доброго. broad Thank you. insights. Thank you very much. Thank you. Thank you.